Я представляю вам свое новое шоу «Brain Attack», где я разъясняю, какими способами ведется психологическая война против вас и остальной покладистой американской бедноты. Знаете, просто немного легкого контента на Ютубе. Сейчас я не выдвигаю никаких теорий. Я докажу вам, что правительство и средства массовой информации осознанно и злонамеренно используют эту информацию, чтобы манипулировать вами. Я собираюсь сделать это с помощью одной небольшой сноски. Вы не захотите это пропустить. Змея по имени Мюллер. Сегодня я возьму что-то из расследования Мюллера, которое вы, возможно, помните, началось в 2017 году, когда заместитель генерального прокурора Род Розенстайн, показанный здесь со мной на улице, написал письмо Дональду Трампу, изложив все причины, по которым он должен уволить директора ФБР Джеймса Коми. После этого Трамп уволил Джеймса Коми. Затем Род Розенстайн сказал: «Эй, что ты делаешь? Это незаконно или что-то в этом роде. Нам нужно провести расследование». Таковой была последовательность событий. Это казалось логичным для многих людей. Думаю, у всех у нас тогда был низкий уровень сахара в крови. Вдруг вы заметили. Мы погружены по уши в расследование по делу о сговоре с Россией. Теперь одна из первых вещей, которые мы получили из этого, это заключение сделки с правосудием между хэштегом «Команда Мюллера» и хэштегом «Джордж Пападопулос». Гораздо более сложный хэштег. Вы можете понять, почему он никогда не был в тренде. Но в любом случае он признал себя виновным во лжи ФБР. Но это не было очень захватывающе. Там не было информации, связанной с Россией. Чтобы немного подразнить общественность, Мюллер добавил сноску в свое судебное заявление, и пресса сошла с ума. Пападопулос настаивал на организации встречи, и разговор достиг высшего уровня предвыборной кампании Трампа. Тогдашний председатель Пол Манафорт и старший помощник Рик Гейтс отправили электронные письма с текстом: «Нам нужно, чтобы кто-то сообщил, что Дональд Трамп не совершает эти поездки». Это должен быть сотрудник низшего звена в компании, чтобы не подавать никаких сигналов. Как вы понимаете этот комментарий от Манафорта? Возможно, это сокрытие того факта, что открывалась связь с русскими. Итак, о чем говорят люди? Так это о том, что в этом документе есть сноска, верно? В которой идет обсуждение. Но стоит ли устроить встречу? Следует ли отправить самого кандидата? И кто-то говорит: ну нельзя отправлять кандидата. Это должен быть человек низшего уровня. И вы видите электронные письма, которые отправлялись туда-сюда, особенно письмо от сотрудника компании, в котором говорилось, что нам нужен кто-то, чтобы сообщить, что Дональд Трамп не делает эти поездки. И кто-то уровнем пониже из компании должен поехать, чтобы не посылать никаких сигналов. Думаю, с этого можно начать. Знаете, распутывая все это и пытаясь выяснить, кем были эти люди, что они делали, что они намеревались получить от русских и что русские намеревались предоставить. Давайте обсудим дальше. Мы должны убедиться, что нет никаких сигналов. Нужно, чтобы в Россию ездили люди низшего звена из компании, а не Дональд Трамп сам. Идея такова. Джордж Пападопулос пытался организовать встречу между Россией и компанией Трампа. И компания Трампа была такая: да, давайте сделаем это, но надо держать в секрете. Поэтому пришлите кого-нибудь, кого никто не знает, чтобы не вызвать подозрений. Вот такая была новость, ладно? И все это обсуждали. Нью-Йорк Таймс писала про это. Они сказали, что Трамп не должен ехать. Кто-то уровнем пониже должен это сделать. Associated Press это говорила. Это был большой скандал. Понимаете, Россия, все расстроены. У нас были месяцы и месяцы, годы этого расследования. И затем, наконец, 2 года спустя, в 2019 году, мы каким-то образом получили письмо, оно стало достоянием общественности, и мы получили контекст этой строки из сноски. И это было письмо, которое отправил Чак Грэсли, потому что Чак Грэсли знал электронную почту у всех в Конгрессе. Когда судебный документ Мюллера был подан, Чак Грэсли сказал, мол, вы упустили контекст к этой строке в сноске. Он пишет в письме, что в последующих обменах между господами Гейтсом и Манафортом Гейтс ответил Манафорту через несколько минут после его просьбы, чтобы сотрудник низшего звена сообщил, что господин Трамп не занимается этими поездками. Гейтс пишет: согласен. Что если я попрошу нашего координатора переписки сделать это? Это человек, отвечающий на всю неважную почту. Это было бы общим письмом. Манафорт отвечает снова: «Хорошо». Таким образом, дополнительный обмен, по-видимому, не показывает, что компания Трампа рассматривала возможность отправки кого-то в Россию вместо самого кандидата. Скорее, это показывает, что компания Трампа считала запрос неважным и просила, чтобы низкоуровневый человек, координатор по корреспонденции, сообщил, что мистер Трамп не ездит в зарубежные поездки. Они не пытались организовать тайную встречу между президентской кампанией и Россией. Они явно отвергали идею встречи. Так что это совершенно другой смысл. И
Я считаю, что включение этого в обвинение — это, очевидно, со стороны Мюллера. Психологическая война, верно? Потому что он знал правду. У него была дополнительная информация, которая была скрыта от нас, но он специально выбрал из нее только то, что намекало на что-то. Верно? Но потом пресса, у которой также были эти электронные письма, так что у них также был контекст. Они также знали все это. Associated Press заявила, что у них были электронные письма. CNN заявила, что у них были электронные письма. А потом мы точно знаем, что у прессы были электронные письма из-за этой маленькой ошибки на MSNBC. Я просто собирался задать Кену быстрый вопрос, если можно. Кен, чтобы немного понять ваш отчет. Вы говорите, что Пападополос подошел к Манафорту и, по сути, спросил у Манафорта, может ли компания организовать прямую встречу между Путиным и Трампом. Это то, о чем вы сообщаете. В самом деле, моя коллега Джули Эйнсли обнаружила, что в цепочке есть конкретное электронное письмо, где Манафорт говорит, что мы не собираемся проводить эту встречу. Что означает между Трампом и Путиным. Трамп не собирается встречаться с Путиным во время кампании, и мы хотим, чтобы ответил человек низкого уровня, чтобы не послать сигнал. В этом смысле это оправдывающее доказательство. Манафорт говорит, что мы не собираемся встречаться с Путиным. Это безумие. Но это также показывает, что он был в курсе усилий Пападополоса и его взаимодействия с этими русскими. Я просто хочу сказать, что это не оправдание, это может быть даже обличением, потому что показывает, что они не хотят проводить открытые встречи на высоком уровне. Они хотят все держать в тайне и тишине. Видите ли, когда это было снято, был октябрь. Это был день, когда вышло обвинение, так что он еще не получил методичку, что все должны были лгать об этом, и случайно сказал правду. К счастью, там был добрый комиссар, который исправил его ошибку и вернул их к сообщению о сговоре с Россией. Это все ложь. Они все знают, что лгут. У них были документы. Они знали, что дело не в попытке организовать тайную встречу в России. Но они рассказывали вам, они втюхивали вам эту историю. И это и есть психологическая война. И помните, все это было из одной сноски, хорошо? Просто подождите, пока мы доберемся до больших историй. Это Brain Attack. Я Дэвид Анджело. Теперь давайте сделаем эффектный световой сигнал, чтобы уйти отсюда. Эх, ладно, пойдет?